Всем добрый день! Поводом для этого видео послужила идея, как можно сэкономить денег на монетке для дропера. Некоторое время назад мне написали друзья из Сербии или Хорватии, Монтенегро. With these few phrases, you should be well on your way to making lots of friends in Serbia. Or Montenegro. Or Kosovo. С запросом, что очень нужна монетка для дропера. Сломалась монетка, там нету. Вот, я пошел смотреть, почем продаются монетки, и, честно говоря, вот. И тут же вспомнил свою старую мысль, что в принципе можно сделать монетку из традиционной левой монетки от переднего печатателя, которые сейчас никому не нужны, которые стоят копейки и которые везде есть. Собственно, давайте попробуем это сделать. У меня есть 3 подопытных монетки. Это Shimano SLX под iSpec, это в принципе не важно. SRAM X0, хорошая, дорогая, новая, но никому не нужная. И нерабочая Shimano SL RS700, которая не работает, заодно попробуем ее починить. Собственно, идея в чем? Идея в том, что у монетки есть рычаг, который натягивает трос. Значит, нам нужно решить 2 задачи. Задача первая – это вырезать храповик, чтобы рычаг возвращался назад. И вопрос второй, вообще идея это имеет право на жизнь или нет, это вопрос связан с выборкой троса, но я думаю, что по этой части у нас все должно получиться. Поэтому будем разбирать, смотреть. Подшипник. Хорошая монетка. Во. В общем, идея в том, что вот эти вот все храповые части надо удалить. Этим и займемся. Одна есть. 2 есть. Мне кажется, достаточно. Осталось самое интересное, все это собрать. Значит, идея в чем заключается? Идея в том, что здесь вот есть 2 замочка, которые, собственно говоря, держат храповой механизм. Вот, нам для монетки дропера все эти храповики не нужны, поэтому просто все зацепы удаляем. Помещаем механизм назад. Вот, цепляться ему совершенно не за что, потому что все сточено. Но осталось собрать и проверить, как оно работает. В монетке аж 2 подшипника у одного нижнего рычага. Сделаем сейчас такой небольшой импровизированный стенд из вилки, руля, монетки, подседельного штыря, чтобы все это проверить, как оно работает. Что удобно, что у всех монеток всегда есть натяжитель, потому что с некоторыми дроперами надо как-то там изгаляться, какой-нибудь натяжитель ставить. Раз. Что ж, имеем прекрасную SRAM X0 монетку, которая теперь работает в качестве управления дропером. На 2 подшипниках, даже на 3 подшипниках. Да, собственно говоря, чем сильнее надавишь, тем он легче опускается. Итого, теория работает. Ну что, попробуем сделать то же самое с Shimano? Мне кажется, можно попробовать. Тут стоит сказать, что все монетки для переключателей, разумеется, бабышка всегда стоит в монетке. Если у вас конфигурация дропера с бабышкой со стороны дропера, то вот можно взять такую штуку от Байкьока и, в принципе, сунуть ее сюда. Или иным способом закрепить здесь рубашку. Я это делать сейчас не буду, но идея в том, чтобы здесь зацепить рубашку, и она также будет работать. Не рубашку, да тросик. Вот разобрали монетку, вот храповой механизм виден. Раз щелчок, 2 щелчок. Идея в том же, нам надо этот храповой механизм удалить. Хопа, мерзкий храповичок. Ти имаш jako lepu pticu u
Пичку материну! Ну все, монетка больше не фиксируется. И пружинка, кстати, осталась. Так что будет вообще круто работать. Так, собираем обратно. Собрали макет с монеткой SLX, но она айспечная, нужна будет твоя помощь, Дим. Сейчас монетка не нажата, Дима давит, платформа есть. Я нажимаю, опускаю, штырь держится, нажимаю. Если надо резко, нажму до конца, выдвинется до конца резко. Итого идея вполне рабочая. Работает и с Shimano, и со SRAM. У монетки RS700 все еще проще. По сути, всю конструкцию делит только вот эта вот штучка. Ебучите солнце из неба! Если ее вот здесь вот пружинку скинуть и убрать, то монетка будет точно так же работать, как и SRAM и МТБшная Shimano. Итого, экспериментально проверили, что из обычной монетки для переднего переключателя можно сделать прекрасную, хорошо рабочую монетку для дроппера. Сколько все это стоит, вы сами прекрасно можете посмотреть в интернете, они стоят копейки. Какой-нибудь экстер можно купить за 1000 рублей, а то и меньше, потому что они никому не нужны. Так что можно, во-первых, сэкономить денег, во-вторых, с учетом того, что в наличии сейчас мало что есть, ничего не ждать из-за границы, а купить здесь сейчас. Единственная монетка будет чуть более крупная по размеру, ну и как бы не сильно это страшно. На этом все. До скорых встреч.